Мы очень ждем появления молота чистого неба на турнире. Ван Дун или Тану Тун, дочь Тансана, является владельцем этого могучего духа. Континентальный турнир мастеров уже начался. Резервная команда монстров Шрека с Хуэйхао и Бэйбэем во главе будет выступать против команд куда сильнее. Этот турнир будет полон необычных поворотов. Когда, казалось бы, все складывается против семерки монстров, вдруг происходит чудо. Одним из таких переломных моментов будет появление молота чистого неба. На удивление, молот небес появится не единожды на этом турнире. В прошлых видео мы говорили о слиянии вторых духов Хуэйхао и Ван Дуна, которое называется «Пылающий посреди мороза молот небесного императора». Появлялась фигура Хуэйхао, держащая просто гигантский молоток, но это не самое первое появление молота чистого неба. Тану Тун впервые активировала свой второй дух, молот небес, немного раньше, но почти никто его не увидел. Даже Хуэйхао не был свидетелем этого необыкновенного момента. Хуэйхао уже давно продемонстрировала свой второй дух, ледяную императрицу Скорпионов. Это уже ни для кого не секрет. Но что касается Ван Дуна, по сути, вообще мало кто знает, что у него тоже два духа. Точнее 3 духа, но последний дух особенный. Помимо богини Бабочки, у Ван Дуна также молот чистого неба от отца Тансана. Наверное, единственный, кто сейчас знает о втором духе Ван Дуна, это Хуэйхао, так как слияние их духов подразумевает близкий контакт двух мастеров. В этом случае сложно что-то скрыть, но какой именно этот второй дух, Хуэйхао, вероятно, не догадывается и узнает чуть позже. Итак, на турнире, вот уже довольно скоро, Ван Дун продемонстрирует молот чистого неба. Как же это произойдет? Команда 7 монстров выступала против другой особо сильной команды, в которой было 4 мастера 40-х рангов и 3 мастера с 5 кольцами. Дела шли очень туго. Уже в первом раунде Сюй Санши был тяжело ранен. Во втором раунде Хэкайто истощил всю свою силу, а Сяо Сяо получила серьезные травмы. Даже ее боевой дух был разрушен противником. Если бы не тот факт, что она родилась 2 духами, это был бы достаточно серьезный удар, чтобы вынудить ее отказаться от дальнейшего участия в турнире. Третий раунд закончился не лучше. Бэйбэй потерял сознание после тяжелых травм, а Хуэйхао был вынужден обратиться за помощью к ледяной императрице. Его противником был мастер 58 ранга. Хуэйхао использовал навык 400-тысячелетнего кольца – гнев ледяной императрицы. Он победил, но так обессилел, что после этого сразу же потерял сознание. Тяжелая работа Хуэйхао гарантировала, что жертва Бэйбэя не пропала даром. Самый сильный член команды противников, Еу Цин, 58 уровня, наконец-то был выведен из битвы. К лежащему Хуэйхао подбежал Ван Дун. В команде противников оставался лишь один человек – мастер поддержки с 4 кольцами. По сути, теперь все зависело от Ван Дуна. Победит ли Академия Шрека или проиграет. Позади Ван Дуна лежал Бэйбэй, находящийся без сознания, грудь которого по-прежнему кровоточила. Перед Ван Дуном лежал Хуэйхао, также без сознания. Смотря на все это, взгляд Ван Дуна стал ожесточенным, но была серьезная проблема. Его духовная сила была настолько истощена, что даже кольцо нельзя было высвободить. Ученик вражеской академии это понял и уже был готов праздновать победу. Но далее произошло что-то крайне неожиданное. Кто сказал тебе, что ты не можешь быть побежден без духовных навыков? Когда Ван Дун договорил, по его телу прошла вспышка черного света, но не появилось ни одного духовного кольца. Однако в его руке появился простой и незамысловатый молоток черного цвета. Молот был окутан шаром черной энергии. Как только появился молот, возникло мощное плотное чувство. Ученик команды соперников был в шоке. В Академии Шрека и правда одни монстры. Но он не растерялся и активировал свой 4-й духовный навык – духовный контроль, направляясь к Ван Дуну. Многочисленные ореолы света полетели в сторону Ван Дуна, но тот слегка насмешливо улыбнулся и продолжал активировать свою атаку, игнорируя все навыки противника. В этот момент молот вылетел из рук Ван Дуна, образуя в воздухе красивую и мощную дугу. Пока он летел прямо к груди этого ученика, молот должен был врезаться прямо в тело противника, но вмешался судья и заблокировал атаку молота чистого неба. Появление судьи означало лишь одно – этот матч наконец-то окончен. Судья отступил на 2 шага назад, чтобы стабилизироваться после удара молота, и затаив дыхание произнес: «Какая огромная мощь!». Черный свет угас,
И прежде чем кто-то увидел молот, который находился внутри черного света, тот уже исчез. Академия Шрека действительно победила, и все благодаря Ван Дуну и молоту чистого неба. Жаль только, что Хуиха в это время был без сознания и не увидел этот блистательный момент с молотом. Да, когда буквально все думали, что Ван Дун будет побежден, в его правой руке внезапно появилось черное оружие – молот небес. Однако на этом молоте не было ни одного духовного кольца. Это так же, как у Тансана. Довольно долго он не накидывал кольца на молот. По сути, Ван Дун сейчас поступает так же. Молот пока что без колец. Духовные кольца лишь на богине Бабочки. После того, как Ван Дун активировал дух молота чистого неба, он победил своего противника всего одним ударом, оставив всех присутствующих ошеломленными. После этого молот небес в его руке быстро исчез со сцены. Никто из зрителей не заметил, что Ван Дун использовал этот легендарный дух. Но тем не менее, эта сцена с молотом будет весьма впечатляющей. Ждем ее в сериях аниме. Напишите в комментариях, если вы также очень хотите увидеть первое появление молота во второй части. Также отдельно хочу поблагодарить Данила Шахметов за особо щедрый донат и закрытие сбора на большой проект по Боевому континенту. Большое спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока!